С нами ясновидящий нового времени Валерий Штилович прямиком в студии, в гостях. Привет. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, все зрители канала People Life. Очень рад, что вы меня снова пригласили. Приветствую. Как вы, чем жизнь ваша и других людей, которые приходят к вам за советом, наполнена сейчас, несмотря на все то, о чем мы знаем? Ну, мои дела, в общем-то, также. Я также езжу по Украине с приемами, с семинарами. Недавно я открыл уже такой постоянный центр в Киеве, поэтому люди приходят, я работаю, предсказываю им, помогаю выбраться из сложных ситуаций. Вот, например, недавно была очень такая хорошая история, да, обратилась женщина, она уже в возрасте, очень больна, и вдруг почему-то с ней отказался общаться ее сын. Ну, вот обиделся он на нее, да, решил, что может обидеться, и несколько лет не общался. А она уже, к сожалению, очень больна и, в общем-то, в поддержке сына нуждается. Вот благодаря сеансу ясновидения я определил причину, почему он обиделся, и определил, что все-таки у него есть где-то в глубине души желание общаться с ней. Ну и дальше мы с ней провели 3 такие небольшие сеанса, во время которых я посылал импульс ее сыну, как бы импульс к его совести, чтобы он стал общаться со своей мамой, чтобы он ей позвонил, чтобы он к ней приехал. Как бы я энергетически соединял маму и сына, грудь к груди, в объятиях. Через 2 недели, спустя 2- или 3-летний период молчания, сын появился у нее на пороге. Такое возможно только с мамой и сыном? Можно с людьми, которые были влюблены, потом расстались? Разлучение, расставание, развод? Или там уже конкретное решение, на которое повлиять нельзя? Вы знаете, вот в магии, в общем-то, и в ясновидении все отличается от нашего мира именно тем, что для магии священна свобода выбора человека. И вот если его выбор не общаться, значит, мы не должны вмешиваться. Но есть определенные случаи, когда это можно делать. Вот, например, мать. Она нуждается, она больна. Ей, может быть, ей даже не деньги от него нужны, да, но хотя бы слово, что «мама, я живой, все хорошо, как у тебя здоровье», да. Точно так же можно работать на примирение, например, родителей и детей, родители, дети, потом, если муж с женой поругались, и нет контакта, да, ребенок страдает, можно работать в данном случае. Вот у меня был недавно тоже, люди приезжали, у них украли ребенка. То есть, отец украл ребенка у матери, да, ему было там судом назначено время, когда он мог общаться с ребенком, там, пару часов в неделю. И вот однажды он ребенка взял и не привез. Да? И это уже длится годами. То есть, по-моему, 4 года мать не видит своего ребенка. Полиция не может помочь, никто не может помочь. Конечно, здесь мы должны вмешаться. Вмешаться и заставить этого человека вернуть ребенка. Да? Поэтому вот здесь все рассматривается с очень высокой позиции. Как бы с позиции, насколько это действительно принесет благо человеку. Да, понимаю. Я буду задавати вопроси, буду ставити питання. Шановні глядачі, можете, якщо ми всередині питання, внутрі теми, ви можете задавать дополнительные вопросы. Какой главный закон магии нельзя нарушать? Вот это и есть. Личность свята и неприкосновенна. То есть мы можем посылать импульс любви, мы можем посылать, такое энергетическое письмо, чтобы пробудилась совесть человека. Но магическим образом заставлять этого человека что-либо сделать мы не должны. Вот. Например, если данный случай сына и матери, да, я ведь не заставлял его это сделать, я послал ему импульс любви к маме, чтобы он вспоминал,
что мама его любила, что мама его кормила, воспитывала, холила, лелеяла. И энергетически я соединял его сердце и сердце матери, потому что они, так природой создано, да, что мы любим свою мать, а мать любит нас. Это фоновое такое чувство, да, но которое мы можем, конечно, где-то задавить внутри себя из-за каких-то амбиций, из-за каких-то обид. И тогда уже при помощи энергии любви, там работает только энергия любви, ты соединяешь этих людей. Так можно, допустим, человеку привлечь хороших партнеров по бизнесу, хорошего друга, судьбу его, да, личную жизнь, только на энергии любви. Если это делать на энергии принуждения, тогда это уже черная магия, это нарушение всех законов, из-за которых потом человек будет платить. Пусть люди платят только за хорошие, светлые вещи. Хотел спросить о Дональде Трампе. Это самая главная новость начала этой недели, конца прошлой. Он стал президентом Соединенных Штатов Америки. Я смотрю на него, и у меня возникает тревога. Он какой-то такой демонический, какой-то такой дедушка, который точно пользуется услугами какой-то несветлой магии. Вкратце, победа Дональда Трампа и то, что он будет президентом Соединенных Штатов, это для мира, даже не для Украины, для мира. Хорошо, даже не так, это принесет пользу. Вот. Я полностью согласен с вашими ощущениями. Во-первых, надо сказать, что я не отрицаю тот вариант, что выборы могли быть сфальсифицированы. Угу. Потому что до того, как были выборы, у меня есть прекрасная коллега, ясновидящая, и мы общались с ней по телефону. У нее очень точное видение. И мы обмениваемся опытом, знаниями друг с другом. И мы разговариваем абсолютно на отвлеченные темы. О политике разговора не было. Разговор был про ее детей, про мои дела. И вдруг передо мной появляется картина. Я вижу такую сцену, вижу трибуну. Трибуну, за которой стоит эта Камала Харрис, и трибуну, за которой стоит Дональд Трамп. Они были практически на одном уровне, но Камала Харрис была чуть выше, буквально, может быть, на 4 пальца, да? Угу. Совсем чуть-чуть. И люди аплодировали ей. Точно, у них разница в голосах 4 миллиона. Да. 4 миллиона голосов. И люди аплодировали ей. А Дональд Трамп, его лицо было такое, знаете, немножко расстроенное, взгляд опущенный, а потом я увидел, что все же он как-то разворачивается, эта Камала Харрис почему-то у меня исчезла, и я увидел, что он радуется, и люди аплодируют уже ему. Поэтому я допускаю тот вариант, что выиграла она выборы, угу. но чуть-чуть было сфальсифицировано. Хотя, в общем-то, почему наши экстрасенсы многие не смогли этого увидеть, кто победит? Угу. Да потому что в Америке совершенно другая система голосования. И она не похожа ни на европейскую, ни на украинскую. Поэтому, чтобы спрогнозировать точно, кто победит, нужно было разбираться в этой системе голосования. Хотя я, допустим, слушал своих коллег-астрологов, 2 коллег, и они очень точно сказали, что однозначно выиграет Трамп. Угу. Поэтому тут остаются догадки. По моим ощущениям, там что-то было нечисто. И народ больше поддерживал все-таки Камалу Харрис. А то, что вы говорите про ощущения, да, я тоже ничего доброго от него не чувствую. Во-первых, его сложно просмотреть. Я думаю, что он обращается к каким-то специалистам, мастерам для того, чтобы закрывать информацию о нем. Хотя мы еще об этом поговорим, можно ли закрыть информацию о ком-то. Но его просмотреть сложно. Для меня он, знаете, такой темный-темный, как темная туча. И мне очень трудно увидеть что-то четко и внятно. И мои ощущения такие. Да, он может поспособствовать скорейшему, да, не скорейшему, нет, это не будет так, как он обещал за 24 часа. Нет,
но он может, знаете, закрутить вот этот механизм, заставить его вращаться, потому что сейчас, по моим ощущениям, есть какие-то переговоры, они, тайные переговоры, но все же мир договориться не может, кому какой кусок. А Трамп, я думаю, он своей политикой, да, и американское влияние, они могут все же подтолкнуть, чтобы это произошло скорее. Но по моим ощущениям, он несет все-таки вред для мира, потому что его политика будет раскалывать мир, раскалывать общество. То есть я думаю, что с его приходом к власти конфликты между, там, допустим, черными и белыми, арабами и Западом, там, Израилем, Ираном, вот такие конфликты, даже будем говорить национальные конфликты, они могут стать сильнее. Я предчувствую вот этот раскол благодаря его политике. Благодарю. Благодарю за ответ. Зрители, можете задать вопрос. Я озвучу его. Так. По поводу, сейчас пока озвучу вопросы, почитаю, что пишут уже наши зрители. Почему экстрасенсы не могут сказать, когда уйдет Путин? Почему это так сложно? Может быть, о нем тоже закрывают информацию, как это происходит, закрывают? Неужели нельзя найти брешь какую-то, чтобы все-таки попасть вот туда? Это очень хороший вопрос. И многие люди, не разобравшись в этом, могут хейтить, сейчас модное слово, я его не люблю, да, говорить какие-то гадости про экстрасенсов. Значит, у каждого человека есть его информационная ячейка. Вот как в банке. Есть ячейки, куда мы складываем все самое ценное. Да? Там золото, деньги, еще что-то, какие-то драгоценности. И вот также есть огромное информационное поле в космосе. Ноосфера, хроники Акаши его еще называют по-разному. Поток. И там, поток такой, да. И там есть ячейка на каждого человека. На вас, на меня, на каждого нашего зрителя. В этой ячейке хранится вся информация о человеке, о его судьбе. И по сути, когда мне нужно работать с человеком, я мысленно посылаю туда луч своего внимания и открываю эту ячейку. И затем уже человек задает вопрос, а мне приходит оттуда ответ. Я нахожу, нужную книгу, да, нужную главу и читаю судьбу этого человека. Но есть люди, про которых сложно что-то прочитать. Вот, например, как про Путина. Многие экстрасенсы. Но есть, правда, те, которые говорят, вообще про него ничего нельзя сказать. Это ерунда. Значит, они плохо смотрят. Там просто все черное. Там не на что смотреть, потому что у Путина нет души, будем говорить. Да? У него... Но это не только у Путина, кстати говоря. Это у многих людей. Вот. Там одна сплошная чернота, поэтому о ней сложно что-то сказать. Но тут есть такой момент. Понимаете, экстрасенс сам что-либо изменить в этом информационном поле, в этой ячейке, практически не может. Мы можем очень напрягаться и внести туда какую-то информацию, но это единицы, кто умеет вытереть и записать другое. И за это мы обязательно будем наказаны, потому что судьба пишется не нами, не экстрасенсами. Судьбу составляет какая-то высшая сила, да, какой-то высший разум. Но высшие силы, они управляют такими мировыми процессами. То есть нам кажется, что народ выбрал Трампа, народ выбрал нашего президента, Путин сам себя выбрал, да? Это с позиции людей мы смотрим. И это логично. Есть хорошие и плохие. Есть сволочи, есть хорошие люди, да, добрые люди, которые творят добро в этом мире. Есть люди мирские и антимирские. Вот есть такое определение: мир и антимир. Да? Но все же, если посмотреть на это чуть выше, то всем этим руководит высшая сила.
почему-то она допускает это, и почему-то она делает именно так. И мы не знаем почему. Да? И даже не можем предположить. Возможно, сейчас, благодаря тому, что идет война, затем произойдет что-то прекрасное. Да? Например, есть такой вариант, и экстрасенсы некоторые считывали это, что в ходе вот этой войны, которая идет сейчас в Украине, многие страны пересмотрят политику ядерного оружия, пересмотрят политику вообще смертоносного оружия такого, да? Вот. И есть такой вариант, что, возможно, мы придем к тому, что оружие для нападения будет уничтожено, и будет как бы храниться только оружие для защиты, да? На всякий случай как бы. Возможно, мы не знаем, и даже экстрасенсы не могут этого предположить, потому что мы можем считывать вот эту ячейку, касающуюся вас, меня, других людей, да? Но мы не можем попасть в планы Бога. Вот. И надо понимать, что каждые 100 лет, вот приблизительно, обратите внимание, да, происходит какой-то очень тяжелый период, кризис. Сейчас идет война. Война не только в Украине, война идет в Израиле, война идет во многих странах. А где нет войны, там сумасшедшее напряжение, да? И как бы есть ощущение, что она вот-вот может возникнуть. 100 лет тому назад была Первая мировая война, затем Вторая мировая война. Еще 100 лет тому назад Наполеон у нас был, да? Так. Была вот такая война. И можно отмотать еще время. Ну, приблизительно 100. 110, когда 120, когда 90 лет. Это не важно, да? Там пару лет туда-сюда. Но сжимается пружина, и в какой-то момент... Да. Происходит какой-то кризис. И в этот период очень сложно что-либо прогнозировать вот для мира, для политической какой-то ситуации. Мы можем как бы смотреть, но это совершенно не дает такой точности, как когда ты, например, смотришь вот конкретно определенного человека. А когда у вас возникает какое-то желание что-то узнать, ваше личное, не как ясновидящего, а как Валерия, оно считывается пространством как желание ясновидящего или как ваше личное? Нет, мы все равны. Ясновидящие, неясновидящие, повара, экстрасенсы, там, не знаю, часто врачи. Часто ли вы используете свою работу в жизни? Я очень часто использую, но как бы использую, знаете, я не сажусь просто так вот смотреть. А ну-ка я сейчас что-либо себе посмотрю. Что у меня на следующей неделе приключится? Да, я просто чувствую, очень хорошо чувствую, что меня ждет. Какие-то главные такие моменты. Ну, например, что такое взять, предположим. Ну, например, я вот раньше, еще до Ютуба, до всего этого, я в основном принимал в Житомире, вот откуда я родом, и в Луцке. Иногда ездил в Луцк. Еще в Киеве я принимал. Но я ощущал, что будет такое время, что я буду ездить по всей стране с приемами. А что это было за ощущение? Вы чувствовали, что перемещались в пространстве или видели это картинками? Я видел это картинами, да. До войны я видел такие картины, я не мог этого понять. Вот смотрю на дом, и он весь черный и горит. Смотрю на другой дом, он тоже горит, черный, да. То есть, понимаете, какая-то информация, она приходила сама собой. Вот, например, недавно мы собирались с моей семьей за столом, и вот мы сидим, ну, там все, кто там есть, да, кто здесь в Украине. Самый ближний круг, мои родственники все в Украине. И в основном все в Житомире живут. И вдруг я вижу, картинка меняется, этот же стол, но мы сидим, уже это поминальный стол, и одного из нас нету. И я понимаю, кого это нету, да. Я не прошу это видеть, мне это не нужно. Но вдруг раз, и у меня возникла эта информация. И так возникала о моей личной жизни какая-то информация, там о каких-то проблемах, которые будут у меня возникать. То есть я вот так себе, как я людям смотрю, когда люди приходят, я закрываю глаза или не закрываю, сосредотачиваюсь и смотрю. Так я не делаю. Ну, только лишь
когда вот я почему-то не чувствую ответа. Мгм. Вот сейчас даже у меня там стоит выбор вот такой в жизни, да, мне нужно обратиться в больницу. Или в одну больницу, или в другую. И я не смотрю себе. Я обязательно это сделаю. Но я интуитивно, вот есть там номер 5 и 7, да, и я чувствую, что мой номер 5. Вот я тоже хотел сказать 5. Вот, да. Знаю, значит, я бы хотел... Да. Вы бы, если бы остановились на секундочку, я бы сказал бы 5. Я Ну смотрел в эту сторону. 5. Да. Поэтому как бы это даже не мне нужно, но выбор, как бы я должен сделать выбор, да. Я это чувствую, но, безусловно, я еще себе посмотрю, конечно. Что будет, если вот там будет это в 5 происходить, и что будет, если в 7? Благодарю за ответ. Какие бывают специализации у экстрасенсов? Потому что кажется, что экстрасенс – это как врач-терапевт, который может сказать, дать ответ на любой вопрос. Ну вот да, то есть как бы я экстрасенсов всегда сравниваю с врачами. Угу. Надо сказать, что знаний нужно иметь не меньше. Огромные знания нужны в области психологии, медицины, жизненный опыт иногда может пригодиться, хотя не всегда. Я бы сказал, что жизненный опыт, наверное, это последнее, что нужно экстрасенсу, потому что жизненный опыт – это что-то такое очень личное, да, пропущенное через тебя. Так. Например, я всегда привожу такой пример. Вот ко мне приходят иногда девушки, у которых, жизнь такая, да, мужчин мало. И вот у этой девушки мужчина, который там имеет семью. Да, женат или там у него сложности или не сложности, всякое. И вот если экстрасенс будет делать выводы на основе личного опыта, то он скажет, например, это женщина, от которой муж ушел, то что она будет говорить? Ты грешница, тебе надо срочно с ним расстаться, это все будет плохо, и так далее. А бывает такое, что эти люди друг другу по судьбе, и они разведутся, поженятся и будут жить всю жизнь. Что нету таких случаев? Есть. И я знаю, и вы знаете, и наши зрители знают. И мы знаем очень много случаев, когда любовница навсегда так и остается любовницей, и в семью это не вытекает. Да? Поэтому здесь именно нужно вот это ясновидение. И экстрасенсы тоже делятся. Самая сложная часть работы экстрасенсов – это ясновидящие поисковики. Угу. Это те люди, которые могут находить пропавшие предметы, пропавших людей. Это, в общем-то, уже доказано, что можно ощутить. Да, вы можете почитать и научные работы на эту тему, да, и просто, вот, допустим, я обучался ясновидению у поисковиков. Так. Вот. И, например, мой учитель, они начинали с того, что искали украденные машины. В 90-е годы, когда в Советский Союз были завезены, да, такие дорогие иномарки, их угоняли. И вот работа была очень простой. Денег не было. Есть было не за что. Но за нахождение машины давали $100. Хорошую сумму. Угу. И вот мой учитель, она была вынуждена этим заниматься, потому что ей просто-напросто не было чем кормить ребенка. Она воспитывала ребенка одна. И вот она занималась поиском автомобилей. Потом были созданы группы, да, к которым обращались правоохранительные органы. Они искали пропавших людей. Вот. И сейчас есть такие экстрасенсы. Но это самая сложная работа. Предмет, конечно, найти проще, потому что предмет не перемещается. Угу. Да? А все-таки живой человек, он склонен перемещаться. Вот. И потом, как правило, это работа с убийствами, с криминалом. Поэтому это очень опасно. И экстрасенсы, которые обладают этими способностями, они все же выбирают другую нишу, потому что особо себя поисками не прокормишь. За автомобиль, допустим, украденный, можно назначить сумму, да? А если к тебе приходит человек, и у него пропал ребенок, или пропал муж, пропал отец, это же беда. Там особо много денег не возьмешь. Возьмешь ты 2000, даже 3000. За это ж сыт не будешь, да, этими деньгами. А это нужно потратить, допустим, несколько дней, чтобы найти человека. Вот. И плюс сейчас идет война. И в основном все те люди, которые обращаются с поиском пропавших людей,
это люди, боже мой, пропавшие на фронте. Мгм. И, соответственно, пойти туда и ощутить на месте пропажи, вот куда дальше человек двигался, ну, ты не имеешь возможности. Там идут боевые действия, кто туда пойдет? Мгм. Да? Можно ли использовать какой-то маячок? Крестик может быть маячком? Или вещь какая-то? Любая Вот это- личная вещь, она несет информацию. Допустим, вот вы сейчас повязали на себя Свитер. свитер, да? Мгм. Если этот свитер будет с вами несколько дней, он впитает в себя информацию. Он уже пропитан очень Ну сильно. вот, да. И неважно, вы можете его стирать, можете его не стирать. Пощупав эту вещь, о вас можно будет что-либо сказать. Дальше можно взять фотографию, можно взять, допустим, украшения, Мгм. кольца, браслеты. Вот недавно ко мне приходили люди, они даже принесли мне волос этого человека. Вот. То есть, к сожалению, я увидел, что он мертв. Значит, у них, ну, когда он пошел в армию, да, его там прическу остригли его, значит, убрали волосы. И вот у них были эти волосы. Они принесли мне волосы. Вот. И тут еще такой момент, что сделать это можно только вживую. Мгм. Искать людей на расстоянии практически невозможно. Это очень сложно. Поэтому экстрасенсов-поисковиков сейчас уже почти нет. Но такие экстрасенсы есть. Дальше есть экстрасенсы-детективы, я бы сказал, да, которые занимаются расследованием криминальных дел, различных дел. Такое есть и в Украине, и в Америке, и в любой другой стране. Есть экстрасенсы, которые работают сугубо на правительство или на правоохранительные органы. Так они могут расследовать еще и какие-то энергетические преступления. Любые, абсолютно. Коррупция, ну, все что угодно. Но такие мастера, конечно, они не ведут, как правило, прием, Мгм. потому что это все держится в тайне, ну, так как это очень опасно, да, таких экстрасенсов могут убить. Вот. Ого. Ну, конечно. Допустим, Мальфар Нечай, вот известный Мальфар. А у Я о него- нем сейчас снял видео на свой канал, да. Значит, вот, ну, там не было убийства по политическим Просто вкратце, подтекстам. почему этот Мальфар? И почему его убили? Его убили одержимый человек его убил. В общем-то, он занимался экзорцизмом, Мгм. этот дедуля, да? Вот, то есть, а эти бесы, они очень не любят, когда их выгоняют. И я увидел, что он помогал своему убийце, его семье. Вот, то есть я думаю, что, наверное, они обратились к нему, чтобы вылечить этого мужчину, а он уже как бы убил его. Вот. Но, тем не менее, такие случаи бывали, когда экстрасенсов убивали просто за то, что они много знают. Да? Вот. Потом есть экстрасенсы, вот такие детективы, которые, например, занимаются исследованием, экстрасенсы-исследователи. Допустим, я читал про такого польского экстрасенса, который отследил несколько веков, он работал вместе с археологом, ему приносили предмет какой-то, ну, допустим, кусочек пирамиды египетской, да, или же там какой-то камень с какого-то места, да, ну, неважно, такого исторического, где произошла какая-то битва, где, возможно, был какой-то город, где жило какое-то племя. Вот предмет. Это называется психометрия, то есть считывание информации с предмета. И он, дотрагиваясь до этого предмета, описывал то, что он видит. Эти знания сопоставлялись археологами, и они отследили так Древний Египет, Вавилон, несколько веков. К сожалению, данные эти были потеряны, потому что он был евреем, и в 1944 году его расстреляли. Мгм. Вот. Археолога этого сразу же расстреляли, а экстрасенса там погодя 2 года. Вот. Поэтому есть экстрасенсы-исследователи, которые погружаются в прошлое. Вот. Это очень интересно. Да? Это помогает дать другой взгляд на историю. Совершенно другой взгляд на историю. И вы знаете, если смотреть, то
допустим, и Наполеон не выглядит так, как Наполеон, да, и как его изображают, и Пушкин будет совсем другой. Ну, то есть тут предмета для исследований много. Есть экстрасенсы-диагносты, которые великолепно владеют диагностикой физического тела. Они, допустим, это могут видеть, либо ощущать через руки. Вот я, допустим, вижу. Каждый орган для меня светится каким-то цветом. Ну, например... Можете посмотреть и сказать, что у меня светится. Ну, хорошо. Ну, допустим, ваше сердце дает розовое сияние. Это говорит о том, что сердце несовершенно здорово, что есть какой-то вред, да, но это надо уже разбираться, допустим, смотреть на другие органы. Если бы оно было красным, это могло бы обозначать, что у вас высокое давление или какая-то сложная проблема с сердцем, да, которая требует вмешательства. Там как бы красный – это цвет воспалительных каких-то острых процессов. А розовый цвет говорит о том, что, возможно, вы недавно там какая-то была нагрузка, не спали, много работали или что-то там кушали. Предвоспалительный процесс. Предвоспалительный можно процесс. сказать, как бы, да, нагрузка. Я бы сказал, что это нагрузка, да. При этом, например, голова ваша светится ярким золотистым светом. Это говорит о том, что с головой все хорошо, у вас большое ментальное кольцо. Ментальное кольцо – это вот такое около головы, вот нимб у святых, да, изображают, но нимб изображается вот так. А вот здесь, на уровне третьего глаза, есть такое ментальное кольцо. Оно показывает уровень психического развития человека, его здоровье психическое и его интеллектуальные способности. Вот оно у вас целое, оно не прерывается, оно светлое, золотистое. Это говорит о том, что у вас хороший интеллектуальный уровень и нет проблем с психикой. Да? Класс. И так можно по каждому... Каждый орган абсолютно отследить. Хотя, конечно, это сложно. И, допустим, когда люди ко мне приходят, то я, как правило, спрашиваю, что нужно посмотреть. Потому что в организме ведь всего много, да, всяких деталей, органов, косточек, суставов. И сосредотачивать внимание на каждом, это будет долго и заберет много сил. Вы можете на улице увидеть у кого-то что-то тревожное и подойти и вклиниться в жизнь человека и сказать: простите, но вам нужно обратить внимание на то-то, то-то? Ну вот у меня был случай недавно, недавно, где-то год назад, когда я женщине сказал, да, что у нее проблема с желудком, и сказал ей пойти сделать УЗИ. Вот. Она, правда, нашла меня потом в Инстаграме, написала мне и сказала: спасибо вам большое, что да, у меня там обнаружили несколько даже проблем. Так. Вот она была благодарна. Но, конечно, я не рассматриваю на улице людей, да, и стараюсь не вмешиваться. Ну, это как профдеформация, что ты все равно держишь его внимание. Да, иногда просто оно возникает, но тут нужно понимать, что ведь это состояние, в котором я работаю, когда я это делаю, да, оно же забирает мое здоровье. Поэтому я его выключаю. Когда вот нужно, я его включаю. Когда нужно, я его выключаю. Потому что ты тратишь силы на это. И, наверное, последний такой уровень направления экстрасенсов, хотя их можно делить еще, это предсказатели. То есть это те экстрасенсы, которые занимаются бытовыми вещами. Бытовыми абсолютно процессами. Семьями, вопросы работы, вопросы бизнеса. Вот я специализируюсь именно на этом, самом таком прикладном направлении. И, в общем-то, надо сказать, что сейчас уже и поисковиков нет, и исследователей нет, экстрасенсов, диагностов тоже мало, потому что мы все люди, мы живем в мире, да, где, скажем, нужна коммерция, да, нужно на чем-то зарабатывать. И за что-то жить, за что-то кормить свои семьи. Поэтому мы немножечко что-то где-то отвлекаемся, да, что-то делаем, экспериментируем, но в основном все занимаются бытовыми, абсолютно человеческими проблемами. Наверное, такое время сейчас. Не время, видимо, для каких-то экспериментов и научных глубоких трудов. Больше время для быта. Так быт — это самое главное, он же здесь. Ну да.
почему, даже не так, не почему, а может ли маг влиять на политические события в стране, политические события в городе, политические события в принципе? И что из этого может получиться, если маги будут влиять на жизни других людей, которые занимаются своими бытовыми политическими вопросами? Ну, я бы сказал, что ничего хорошего из этого не получится. Потому что, снова-таки, мы работаем, да, как бы вот ясновидящие, настоящие, на контакте с высшей силой. То есть не надо говорить, вот сейчас там есть кто-то говорит, я общаюсь с Иисусом, Бог мне сказал. Это, конечно, уже отклонение, да? Но информация нам приходит, ну, однозначно, откуда-то из космоса. И приходит подсказка, что нужно сделать. Так вот, влиять на политику экстрасенсам запрещено. То есть мы можем работать с пространством, как бы закрывать, вот, ну, все делаем этот купол, да, защитный, безусловно, молимся, делаем какие-то практики. Но заставлять, например, одного политика подписать вот этот договор, эту страну поругаться с этой стороной неправильно. Это может закончиться даже развалом страны. Ну, к сожалению, или к счастью, кто уж там знает, в советское время были целые группы экстрасенсов, которые работали сугубо, не занимались бытовыми делами, а работали сугубо с политиками. Вот. И влияли вот так на страну, на массы людей. Ну, чего взять только вот... А куда они сейчас поделись, эти экстрасенсы? Которые... Поумирали уже время прошло. Может, они тихо где-то еще... Может быть, я допускаю, что есть другие уже, да, потому что наработки-то остались. Вот. Но будем говорить, что, возможно, именно экстрасенсы и приложили руку к тому, что развалился Советский Союз. Так как уж в советское время, вот 80-е, 90-е годы, но это же был просто огромное количество всех людей, они обращались, они что-то пытались сделать, как-то влиять на страну. Ну, а это, в общем-то, не нашего ума дело, опять-таки, потому что вот такие глобальные процессы курируют высшие силы. Какое наказание за это будет? Ну, вот мы живем, мы сейчас пожинаем плоды этого. Вот. Нельзя колдовать, чтобы один президент победил, а второй кандидат проиграл. Потому что мы не знаем, а что он завтра вытворит, этот кандидат. Да? А вот смотрите, допустим, слава Богу, что вот у нас такой президент, как наш президент. А если бы был другой человек, и начинается война, вот наш президент, будем говорить, на данный момент отстоял страну, да? Мы не развалились, мы трудимся, мы воюем, есть много проблем, но мы как бы защищаемся. А если бы, допустим, был другой человек, он, может быть, был бы как политик лучше, а в этот момент он бы не выстоял. И все. И мы не знаем, чем бы это закончилось. Поэтому экстрасенсам не нужно вмешиваться в политику, потому что высшие силы, они все равно курируют, как лучше. Но, к сожалению, да, через звездам путь всегда через тернии. Благодарю. Так, последний вопрос. Как создать себе островок спокойствия и не впасть в осеннюю депрессию? Вы знаете, вот опять-таки, очень много рекомендаций от разных людей. Вот я занимаюсь с людьми, да, веду прием, и я вижу, что, к сожалению, многие люди сейчас отбросили жизнь и сосредоточились только на своих проблемах. А откуда взять энергию людям? Вот все ищут какие-то практики. А вот такую мантру прочитай, у тебя будет энергия. А вот ты выпей вот эти БАДы, и у тебя будет энергия. Но это все как бы один шаг. Это не целостный подход. На мой взгляд, чтобы у человека была энергия, конечно, обязателен контакт с природой, обязателен. Но нужно наполнить свою жизнь. Вы должны ходить в кино, в театр, ходить в спортзал, плавать, ездить на лошадях. Ну, то есть займите свою жизнь. Не сосредотачивайтесь только на проблеме.
внесите в свою жизнь новые краски, новое общение, что-то такое, то, что вам доступно. Ну, сейчас, к сожалению, как бы с деньгами тяжело многим людям, да, поэтому по возможности. Ну, билет в кино можно купить или в театр, да, 100 гривен, там 80 гривен стоит этот билет, не надо в первый ряд, купите на последний ряд, но сходите. И ваша жизнь, она будет интереснее. Соответственно, будут эмоции и будет энергия. То есть наши эмоции напрямую связаны с энергией. Когда есть новые эмоции, свежие эмоции, да, тогда будет энергия. Ну и, безусловно, очень хорошо человека успокаивает что? Когда он понимает, что его дальше ждет. Так. К чему готовиться, как бы, к каким вызовам ему готовиться. Для этого изучайте хиромантию, астрологию, нумерологию, развивайте ясновидение. Ну, попытайтесь что-то сделать, чтобы хотя бы чуть-чуть заглянуть, что вас дальше ждет. И тогда вы будете спокойнее жить. Я тоже не знаю всего, допустим, что меня ждет, но вот как бы приблизительно я понимаю, что я проживу вот такую жизнь. Вот столько-то я проживу, вот так-то я проживу. Я проживу здесь, а не там, да. Вот этим я буду заниматься. И это мне дает какую-то уверенность, желание каждый день что-то делать. А, конечно, если люди сейчас лишились работы из-за войны, возможности путешествовать, лишились мужа, жены, они не понимают, что их ждет дальше. Отсюда и депрессия, и тоска. Поэтому чуть-чуть заглянуть вперед. Загадайте хотя бы на сон. Вот засыпая, спросите, что меня ждет в ближайшие 10 лет. И засните с этим. И вот если вы заснете с этой мыслью, вы, если даже не увидите, что вас ждет, то вы хотя бы почувствуете, что вот у тебя все будет хорошо, или нет, ты будешь болеть, или ты уедешь, или ты, допустим, заработаешь, или не заработаешь. Вот скопи денег, да, там общее какое-то чувство, оно прибудет с вами. Благодарю. Благодарю за мысли, благодарю за наставления, благодарю за советы. Тоже практикую такие бытовые, эмоциональные приятности, которые можно самому себе организовать. 3000 зрителей на нашем стриме было. Будем заканчивать наш разговор. Для личного контакта мы оставим полезные ссылки на канал Валерия. Очень интересная штука. Напомните, у вас вышла про Нечая. Это вот сейчас только будет. Только будет. Скоро. Подпишите, чтобы не пропустить. Есть про Кузьму уже. Про Кузьму Андрей Кузьменко-Скрябин. Видео можете посмотреть его. Не пропустить следующее. И задайте себе вопрос, каким вы видите свое будущее через несколько лет. Лягте спать с ним и отследите, какие ощущения придут у вас в тело. Пока что все. С нами был ясновидящий нового поколения Валерий Штилович. Меня зовут Алексей. Благодарю вас за внимание. Берегите себя. До встречи. Пока.